Величайший во все времена. О, это так мило. Канье Уэст. Американский хип-хоп-исполнитель, рэпер, музыкальный продюсер, дизайнер одежды, композитор и бизнесмен. И ко всем его ипостасям можно смело прибавлять «скандальный». Уровень эпатажа порой зашкаливает, однако это не мешает мистеру Уэсту быть обласканным вниманием публики, получать благодушные отзывы критиков и продать 40 миллионов копий своих дисков по всему миру. Он завсегдатай списков Forbes и Time, в числе самых богатых и влиятельных людей мира. Обладатель 21 премии Грэмми. В нашем видео, которое мы сделали по просьбам подписчиков, мы познакомимся с этим уникальным человеком поближе. Микс-шоу представляет Канье Уэст. Как живет сумасшедший гений и сколько он зарабатывает. Будущая звезда родилась в американском городе Атланта, штат Джорджия, 8 июня 1977 года в семье фотожурналиста Рэя Уэста и преподавателя Донды Уэст, получив при рождении имя Канье Амари Уэст, что означает на языке суахили «единственный». Отец был одним из первых фотожурналистов в стране и состоял в радикальной партии «Черные пантеры», боровшийся за права чернокожего населения в США. Мать преподавала в престижном американском университете, являясь профессором английского языка. Известие о беременности жены не обрадовало Рэя, и он уговаривал супругу избавиться от ребенка, ссылаясь на то, что они слишком заняты. Однако женщина не пошла на поводу у мужа, настояв на родах. Когда Канье исполнилось 3 года, супруги развелись, и Донда с сыном переехали в Чикаго, где она работала деканом в вузе, а сын учился в школе. По словам самого Уэста, он был прилежным учеником и никогда не получал плохих отметок. Когда мальчику исполнилось 10 лет, они с мамой переехали в китайский город Нанкин, куда ее пригласили обмениваться опытом. Канье был единственным иностранцем в своем классе, но очень быстро наладил контакты с местными ребятами, поразив тех знаниями приемов восточных единоборств. В Китае семья прожила целый год, однако любви с китайским языком у сорванца не сложилось, и он благополучно забыл его, едва оказался в родной Америке. Тогда Канье еще не подозревал, что в будущем станет известным не только в своем районе. А вы хорошо знаете районы своего города? Молжаниновский – самый небольшой по численности населения район Москвы. Как в нем можно провести свободное время? В программе «Современные районы Москвы» на RTVI показали его топовые локации. Например, школу «Перспектива», которая является крупнейшим досуговым центром. Вы совершите прогулку по киногородку, построенному для съемок сказки «Последний богатырь», а также школу аэрофлота, которая входит в топ-10 лучших европейских учебных центров Международной ассоциации воздушного транспорта. Ссылку на этот выпуск вы найдете в описании и обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. С малых лет Канье отличался творческими способностями, сочинял стихи, проявлял интерес к музыке и рисованию. Донда, в свою очередь, активно поддерживала любые начинания сына, помогая ему и вкладывая средства. Например, однажды после слов о том, что он хочет стать разработчиком компьютерных игр, купила компьютер. Работать в программе для создания музыки Уэст начал тоже для игр, а чуть повзрослев, он напишет свою первую композицию по мотивам книги доктора Сьюза «Зеленые яйца и ветчина» и запишет ее в весьма скромной студии, которую арендовала Донда за $25 в час. Подростком же он писал свои первые инструменталы для рэпа на синтезаторе, который, по слухам, просто украл. После школы Канье недолгое время проучился рисованию в Американской академии художеств, но вскоре перевелся в университет, где преподавала Донда, чтобы изучать английский язык. В 1997 году он бросил учебу, окончательно поняв, что занятия мешают музыке, чем очень огорчил мать. Позднее, кстати, свой первый альбом Канье назовет «College Dropout», что дословно означает «бросивший колледж». Чтобы двигаться дальше, Уэсту нужно было ехать в Нью-Йорк, но денег на билет и жилье взять было негде, и Канье пришлось продать свою любимую золотую цепь. Сам артист считает, что не стоит идти на поводу общественности, придавая собственный путь и действуя вразрез со своими интересами. Он доказал всем, что счастливым билетом в жизнь может стать не только учеба в колледже, но и вера в себя. Несомненно, не последнюю роль в такой крепкой уверенности в себе, свободе мышления и успешности сыграла Донда.
Она буквально жила Канье, при этом обладая достаточной чуткостью, чтобы не скатиться в гиперопеку и комплексы. После того, как к сыну пришел первый успех, она оставила работу в университете и стала его менеджером. Она всегда была рядом на концертах, ТВ-шоу, вручениях премий. Первое публичное упоминание Канье Уэсте появилось в 1996 году, после его участия в создании альбома для чикагского рэпера Граф, где он выступил в роли продюсера нескольких композиций. Никакого успеха пластинка не имела и осталась в памяти только как первая работа Канье. Следующие попытки покорить музыкальный Олимп также нельзя назвать успешными. В конце 90-х Канье не мог вести сольную карьеру, так как был тайным продюсером рэпера D-Dot, а также ряда других известных артистов. Поэтому он с друзьями организовал группу Go Getters и в 1999 году записал с ними единственный альбом World Record Holders, который, однако, так и не был выпущен официально. Все изменилось, когда в 2000 году Канье приступил к работе с музыкантами лейбла Rockefeller Records, основанного рэпером Jay-Z. Именно после работы над его альбомом к Уэсту пришла широкая известность в качестве продюсера. Критики по достоинству оценили его талант, а сам мистер Картер публично назвал его гением. Альбом Jay-Z The Blueprint заслуженно считается классикой хип-хопа и был удостоен места в списке лучших 500 альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. За время сотрудничества с лейблом Канье колдовал над хитами таких мегазвезд, как Талиб Квели, Лудакрис, Бейонсе, Алиша Кис и Джанет Джексон. Поразительно, но при явном вокальном таланте и довольно успешном опыте работы в индустрии звукозаписывающие компании одна за одной отказывали Уэсту в записи собственных песен. Причина крылась в благополучии Канье, который не делало его классическим гангста-рэпером. К счастью, в его окружении нашелся человек, который рассмотрел перспективы и высоко ценил талант Канье. Им оказался Талиб Квели, которому Уэст продюсировал альбом Quality. Талиб взял Канье в свой гастрольный тур и позволил выступать вместе с ним, за что тот был ему очень признателен. В песне Last Call со своего дебютного альбома Канье посвятил этому событию немало строк, чтобы выразить благодарность другу. Практически сразу после тура Уэст был наконец-то подписан на лейбл Rockefeller Records, хотя особой веры со стороны менеджмента так и не было, но они плохо знали Канье. Дата 23 октября 2002 года едва не стала трагической точкой в жизни Канье. Глубокой ночью по дороге из студии звукозаписи на арендованном «Лексусе» артист уснул за рулем, из-за чего столкнулся с другим автомобилем. Уэст оказался на больничной койке со сломанным носом и раздробленной челюстью, которую медикам дважды пришлось закреплять металлической проволокой. Находясь в палате и испытывая чудовищные боли, Канье полностью переосмыслил свою жизнь, и именно после этого случая в его текстах стали звучать религиозные нотки, а карьера пошла в гору. Поврежденный в той аварии седан Канье оставил себе в качестве символа успеха. Через 2 недели после выхода из больницы артист вернулся в студию с идеей песни «Through the Wire», что дословно означает «через проволоку», и записал ее еще со скрепленной металлом челюстью. Именно тогда концепция «College Dropout» приобрела осмысленность и объединила все то, над чем работал Канье, начиная с первых шагов в Чикаго. В феврале 2004-го состоялся официальный релиз альбома, который практически сразу оказался на вершине престижного списка Billboard 200. В США получил статус платинового и собрал целую коллекцию из 10 номинаций на премию Грэмми в 2005 году. Синглы с этой пластинки штурмовали первые строчки американских чартов, а настоящим открытием в мире музыки стала весьма неожиданная для этого жанра композиция «Jesus Walks», в которой Канье касается темы религии и веры. На волне популярности и успеха Уэст запускает совместно с Sony BMG свой собственный лейбл, на который в настоящее время подписаны 13 артистов, включая самого Канье. Название лейбла символично «Good Music». Расшифровывается как «Getting Out Our Dreams», то есть «Отпускаем мечты». А на логотипе красуется милый ангелочек. Помимо раскрутки своих подопечных, Канье выпускает второй альбом, получивший название «Late Registration». В 2006-м, вдохновившись выступлением с такими монстрами сцены, как U2,
Канье решает записать альбом для исполнения на больших стадионах. Подготовка к выходу Graduation ознаменовалась грандиозным скандалом. Дата релиза совпала с датой выхода альбома Citrus рэпера 50 Cent. Разъяренный артист объявил о том, что если альбом Канье побьет продажи его собственного, то он завершит свою карьеру. 11 сентября 2007-го Америка замерла в предвкушении исхода пари, который в итоге выиграл Канье Уэст, продав за неделю на 266 тысяч альбомов больше. Но 50 Cent не унимался и обвинил лейбл Уэста в подтасовке результата. Якобы сторонники Канье сами скупили диски, но время показало, что Graduation действительно оказался достойной работой. Альбом завоевал высокую оценку критиков и публики, стал дважды платиновым и получил 8 номинаций на Грэмми. Однако 2007 год стал для Канье не только годом триумфа и славы, но и одним из самых тяжелых в его жизни. Спустя короткое время после выхода альбома неожиданно умирает мать певца. Донда скончалась на 58-м году жизни у себя дома. Виной трагедии стала пластическая операция по увеличению груди и липосакции, которую сделали женщине без предварительного обследования. После этого случая губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выпустил закон Донды Уэст, обязывающий пациентов проходить тщательный чек-ап перед подобными операциями. Канье люто возненавидел хирурга Джена Адамса и только по прошествии 10 лет нашел в себе силы простить его и даже собирался разместить портрет хирурга на обложке одного из своих альбомов. Уэст много раз пытался увековечить имя матери в своем творчестве. Разрабатывалась компьютерная игра, в которой Донда летит на Пегасе в рай. Вышла совместная с Полом Маккартни песня «Only One», в которой мама рэпера разговаривает со своей внучкой. Было открыто креативное агентство «Донда». А в августе 2021-го, после нескольких масштабных презентаций на стадионах, выпустил одноименный альбом, который посвятил своей маме. Вторым ударом в этот тяжелый период стало расставание с невестой Алексис Файфер, с которой рэпер встречался с 2002 года и успел обручиться. Из-за смерти матери и ухода девушки Канье очень страдал, и в 2008 году боль, отчаяние и одиночество обрели материальную форму. Под лейблом Rockefeller Records рэпер выпустил свой 4-й альбом 800 AIDS and Heartbreak. «Разбитое сердце» и драм-машина Roland 808 – вот источники вдохновения абсолютно нового по звучанию и наполнению диска, который опять покорил музыкальные чарты и имел весьма неплохие продажи. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, Канье устраивается стажером в модные дома Фенди и Джузеппе Занотти. Уэст снимается в рекламе багажных сумок Луи Виттон и выпускает в коллаборации с брендом кроссовки. Канье берет себе псевдоним Yeezy и выпускает кроссовки Nike Air Easy, которые произвели фурор и были распроданы в течение часа. А их второй выпуск покупатели смели с полок всего за 11 минут. Позже Канье также поучаствует в коллаборации по созданию спортивной коллекции с Adidas, модным брендом Gap. В 2009 году случился один из самых громких скандалов с участием Уэста. На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Канье выскочил на сцену в момент награждения Тейлор Свифт за лучшее женское видео. Прервав ее благодарственную речь, рэпер забрал у нее микрофон, заявив на весь зал, что эта награда по праву принадлежит Бейонсе. Выходка стоила скандалисту отмены совместного тура с Леди Гагой, осуждения Барака Обамы и негодования общественности. Вскоре Уэст принес извинения, однако непростые отношения со Свифт затянутся надолго и выльются в открытую вражду. Так, 1 июля 2016 года Канье выпустил шокирующее видео на песню «Famous», в котором демонстрируются голые восковые фигуры, включая Тейлор, и в котором звучат резкие строчки в сторону певицы. Свифт возмутилась, но опубликованная запись телефонного разговора между ней и Канье, в котором они весело обсуждают тематику будущего трека, дала повод обвинить Тейлор во лжи. С тех пор звезды не устают делать выпады в сторону друг друга в интервью, треках и документалках, что в итоге стало причиной ухудшения отношений артиста с радиостанциями, а также подорвало его психологическое здоровье.
После случая на награждении MTV Канье сфокусировался на новом альбоме и, удалившись со своими соратниками на Гавайи, без сна и отдыха работал над новыми песнями. Уже в ноябре 2010 года пластинка выходит в прокат и получает название «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» – «Моя прекрасная темная безумная фантазия». Треки имеют оглушительный успех. Эксперты называют его феноменальным, гениальным, грандиозным. А продажи обеспечивают платиновый статус в США. В 2011 году вышел совместный альбом «Watch the Throne» с рэпером Jay-Z. Однако крепкого тандема не сложилось. Музыканты разругались в пух и прах на бытовой почве и не подавали друг другу руки целых 5 лет, вплоть до своего примирения. В личной жизни Канье было много мимолетных романов с моделями, а наиболее длительные отношения его связывали с Шанель Иман и Эмбер Роуз. Последняя потом рассказывала в своих интервью, что Уэст – настоящий тиран, и он постоянно высмеивал ее внешность. После успеха 6-го альбома Канье в Париже записывает «Yeezus», обыгрывая в названии идею своей божественности. Параллельно он демонстрирует свою коллекцию DW Kanye West на Парижской неделе моды. На этот показ Уэст приглашает свою давнюю знакомую Ким Кардашьян, которой всегда симпатизировал. По его словам, впервые увидев девушку на фото с Пэрис Хилтон, понял, что она ему нравится. И вот, в 2011 году, после развода с баскетболистом Крисом Хамфрисом, брак с которым продлился всего 72 дня, Ким оказалась в столице Франции на показе коллекции Канье и посмотрела на него другими глазами. С этого дня они начали встречаться, и уже в 2012 году рэпер упоминает Ким в своей песне «Cold», фактически признаваясь ей в любви. И впервые появляется в реалити семейства Кардашьян. В канун нового 2013 года, во время концерта в Атлантик-Сити, рэпер объявляет о том, что они с Ким станут родителями. Однако этому событию предшествовала весьма неприятная история, которая эхом отозвалась из прошлого самого Канье. Точно так же, как и его отец, он предложил Ким прервать беременность. Она согласилась и уже готова была принять специальный препарат, когда ей из другого города позвонил встревоженный Канье и сказал, что ему явился Бог, и они не должны этого делать. 15 июня 2013 года у них родилась дочь Норт Уэст, а в день 33-летия Ким рэпер сделал ей предложение на стадионе в Сан-Франциско, подарив на помолвку роскошное кольцо стоимостью $3 миллиона. Пара поженилась в Италии 24 мая 2014 года в крепости 16 века. На церемонии присутствовала их 11-месячная дочь, и все трое были одеты в наряды от Живанши. В браке помимо Норт у пары родились 3 детей – сын Сейнт, дочь Чикаго и сын Псалм. 2 младших появились на свет с участием суррогатной матери. В 2016 году Канье выпустил свой очередной альбом «The Life of Pablo». Существует несколько версий относительно значения этого названия. Большинство фанатов считают, что артист сравнивает себя с художником Пабло Пикассо, но сам Уэст писал в Твиттере, что его нужно расшифровывать как «Житие апостола Павла». Позднее в том же году в Париже на Ким было совершено вооруженное нападение, в результате которого преступники похитили ценности на $10 миллионов, в том числе помолвочное кольцо, подаренное Канье. Позже преступники признались, что приняли решение ограбить Ким после публикаций в Инстаграм, в которых звезда утверждает, что всегда носит настоящие драгоценности. Этот случай серьезно ударил по Уэсту, и некоторое время он пребывал в глубокой депрессии. В 2018 году в свет выходит альбом «Откровение Е». В песнях рэпер признается в том, что страдает биполярным расстройством, комментирует скандал с участием Дональда Трампа и движение MeToo. Тогда же мононим Е стал его ником в соцсетях. А недавно Канье официально поменял имя, оставив от себя прежнего только эти 2 буквы. Объяснил рэпер это тем, что, взяв имя Е, означающее в Библии «ты», он перестает быть одним человеком, становясь чем-то большим отражением всего. С тех пор тема религии стала центральной для артиста. В 2019-м он начал проводить собственные воскресные службы, в которых исполнял роль пастыря.
а музыка звучала вместо молитвы. Такую службу, приуроченную к Пасхе, Уэст провел на знаменитом фестивале Коачелла, а затем выпустил альбом «Jesus is King». Closed on Sunday. You my Chick-fil-A. Хип-хоп с религиозными мотивами под аккомпанемент госпел-хора сам Уэст описал как выражение Евангелия. А вскоре на мировые экраны вышел еще и одноименный документальный фильм. Непростым для звездной семьи Кардашьян-Уэст стал 2020 год, когда Канье решил поучаствовать в предвыборной гонке за пост президента США. Идея с треском провалилась. За мистера Уэста проголосовало порядка 60 тысяч избирателей, а сам кандидат чуть не оказался в психушке, в которую, как он утверждает, его пыталась поместить жена. Уэст идею стать главой США не оставил и заявляет о том, что будет баллотироваться в 2024 году. Среди других безумных выходок Канье, провозглашение себя богом, эпатажные посты в соцсетях и ношение причудливых масок. Вскоре терпению Ким приходит конец. Помимо явных психологических проблем, становится известно о многочисленных изменах мужа. В числе любовниц Канье называют американскую актрису и певицу Кристину Миллиан. В феврале 2021-го стало известно о разводе звездной четы, после чего рэпер несколько месяцев встречался с моделью Ириной Шейк. По заявлениям Канье и Ким процесс прошел мирно, поскольку ранее был составлен брачный договор. Общая сумма, которую паре предстоит разделить, составляет $2,1 миллиарда. Империя самого Канье оценивается в 6,6 миллиарда, благодаря чему он считается самым богатым черным американцем в истории. Годовой доход Уэста составляет $200 миллионов, что в 10 раз больше, чем в начале его карьеры. В 2007-м он заработал всего $17 миллионов, в 2012-м уже 35, а 2019 принес ему 100 миллионов. Существенный вклад в состояние Канье приносят контракты с различными брендами. Например, одно только участие в проекте с компанией Gap принесло ему $1 миллиард. В числе главных активов семьи называют обувной бренд Easy и косметическую компанию KKW Beauty, а также дома и ранчо. А уж недвижимости Ким и Канье успели накупить достаточно. Калифорнийское поместье в Хидден-Хиллз, купленное в 2014 году за $23 миллиона, после ремонта выросло в цене в 3 раза. Над интерьером колдовал бельгийский дизайнер Аксель Верворд, который создал уникальное пространство. Элегантный микс из минимализма, храмовой тематики, спокойных цветов, свободного пространства делают дом уютным. Дети гоняют по нему на самокатах и прыгают на столиках, словно это сцена. Это роскошное современное семейное гнездышко, скорее всего, достанется Ким, которая получила опеку над детьми. А вот поместье в 129 гектаров в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса, которое Уэст приобрел за $16 миллионов, он отдаст вряд ли. Именно там проходят его знаменитые музыкальные мессы. Любовь к простору проявилась в покупке огромного ранчо в Вайоминге площадью 2700 гектаров и стоимостью $15 миллионов. И еще одного по соседству за 14 миллионов. В апреле 2011 года Канье приобрел недвижимость в Малибу. Довольно аскетичный на вид дом за $57,3 миллиона, видимо, готовясь к отдельному проживанию. На его постройку ушло 1200 тонн бетона, и внешним видом он больше похож на бункер. Площадь у дома небольшая, всего 370 квадратных метров. Помимо этого, в активах имеется и коммерческая недвижимость на общую сумму $2 миллиона. А вот дом площадью 390 квадратных метров, которым рэпер владел с 2003 года и интерьер которого оформляли звезды дизайна, он продал в 2010-м почти за $3 миллиона. Также в активе звезды был двухэтажный особняк в средиземноморском стиле в пригороде Лос-Анджелеса. Он планировался как семейное гнездышко для четы Кардашьян-Уэст, но всего через 1,5 года был продан за $11 миллионов. Кроме домов и поместья, интерес представляет и уникальный автопарк артиста. Среди диковинок – вездеход Шерп российского производства и Bugatti Veyron стоимостью $3,5 миллиона, который он подарил сам себе в честь рождения первой дочери. Еще Канье купил 2 бронированных внедорожника латышского производства, по $1 миллион за каждый. Красавец Mercedes Starling Moss также за $1 миллион, на котором он рассекал в Каннах. Lamborghini Urus с необычными 22-дюймовыми дисками и ярким салоном. Ну и, конечно, любимый автомобиль Канье Aston Martin
который стоит весьма скромные $200 тысяч. Еще на ранчо в Вайоминге была целая коллекция из 6 внедорожников Ford, которые знаменитость недавно выставил на аукцион. Жизнь Канье Уэста напоминает картинку в калейдоскопе. Смелые идеи, бешеный успех, огромные деньги, любовь, ненависть, боль, вера постоянно меняются местами. Многие называют Канье сумасшедшим гением и не знают, что от него ожидать в следующий раз. Вот и сейчас у него очень непростой период, но, возможно, он станет отправной точкой для новых свершений. Как вы думаете, чего можно ожидать от Канье Уэста? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.